Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины, Путин нарушил санкции, сделав подарок Ким Чен Ыну, а в Германии вновь заговорили о передаче ракет «Таурус» ВСУ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Испании продолжаются поиски киллера, расстрелявшего российского летчика Кузьминова. Впервые это убийство прокомментировали в России. Этот предатель и преступник стал моральным трупом. Еще одна загадочная смерть. Стало известно о смерти единственного сына главы Роснефти Игоря Сечина. Один из лучших друзей Путина теперь молчит. Трудно поверить, но я искренне сочувствую отцу, потерявшему ребенка. Путин награждает причастных к убийству его оппонентов и дарит элитные подарки мужчинам за границей. Поэтому было принято такое решение. Северная Корея – это наш сосед. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Смерть, которую скрывают. В России умер сын известнейшего российского олигарха, друга Путина, а вместе с тем главы Роснефти Игоря Сечина. Согласно данным Российского реестра наследственных дел, умер Иван Сечин еще 5 февраля, но об этом ни слова в российских пропагандистских СМИ. Первым о смерти Сечина-младшего сообщил бывший руководитель нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин. Говорит, семье Сечина приходится молчать. Какие странные совпадения. Сегодня, когда мы вспоминали с моими друзьями и партнерами, с чего началась война Кремля против ЮКОСа, а именно с доклада Михаила Ходорковского о коррупции на заседании РСПП, именно сегодня я узнал о том, что Игорь Сечин только что потерял сына. Тот самый человек, который сфабриковал все дутое и кровавое дело против нас. И тем не менее... Наверное, трудно поверить, но я искренне сочувствую отцу, потерявшему ребенка. Как сочувствую маме Алексея Навального. Как сочувствовал в последние годы маме Бори Немцова, покинувшей нас в этом месяце. Мои соболезнования семье Сечиных, вынужденной скрывать свое горе. 35-летний Иван, благодаря влиятельному папе, имел головокружительную карьеру в России. В 25 лет уже занимал руководящую должность в Роснефти, имел десятки миллионов рублей на своих счетах, а уже в 26 лет получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд. Телеграм-канал, близкий к российским спецслужбам, сообщает, что конец карьеры и успешной, богатой жизни настал из-за якобы оторвавшегося тромба. Иван Сечин позвал жену к себе в комнату и попросил налить ему воды и дать таблетку. Женщина вышла в санузел за водой, а когда вернулась, то муж уже лежал без движения. Как только в дом зашли медики и увидели бездыханное тело Ивана Сечина, они попросили остановиться охранника, который до последнего пытался откачать шефа. Иван был мертв. В результате эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Поверил ли в эту версию Игорь Сечин? Загадка. Известно, что он запретил проводить какие-либо официальные расследования и поручил все изучить и проверить службе безопасности Роснефти. Киев готов был обеспечить безопасность убитому в Испании российскому летчику Кузьминову на территории Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. Говорит, убийство на территории ЕС – известная практика России. И летчик Кузьминов, который перегнал российские Ми-8 в Украину, был предупрежден об опасности. Кроме того, ему были озвучены предложения оставаться в Україні. Якщо росіяни себе почувають себе в Євросоюзі, можуть там вбивати людей, питання тоді доволі складне. Це не перший випадок, коли росіяни так себе поводять на території Євросоюзу, в інших країнах, які дотичні були свого часу до Євросоюзу. І тому треба бути максимально пильними для того, щоб це не перекинулося на Євросоюз набагато більшому обсязі, ніж воно булося на цей раз. Та лише раз наголошую, я б хотів би дочекатися офіційних документів, офіційних висновків
іспанської сторони з цього приводу. Пропозиція нашої країни наполягала в тому, що він лишався в Україні, він точно тут був захищений, і я не думаю, що вони б так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії. Об убийстве Кузьминова заговорили и в России, причем заявление сделали в службе внешней разведки страны-агрессора. Деталей немного, но говорят, что летчик-предатель стал трупом, когда решился помочь украинской разведке. Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление. 28-летний Максим Кузьминов в середине прошлого года стал участником спецоперации ГУР Украины под названием «Синица» и перегнал в Украину вертолет Ми-8. Тогда говорил, что не боится смерти и не хочет участвовать в российской так называемой СВО. Кузьминова расстреляли на парковке в Испании неделю назад. Информации о задержании убийцы российского летчика на момент записи выпуска еще не было. Путин награждает причастных к гибели его оппонентов. Лишь спустя несколько дней после смерти Алексея Навального российский диктатор присвоил звание генерал-полковника внутренней службы Валерию Бояринову, заместителю директора Федеральной службы исполнения наказания, тому самому, который отвечал за пытки Навального в тюрьме. К слову, тело политика до сих пор не выдают родственникам Алексея под предлогом того, что необходимо провести еще так называемую химическую экспертизу. Надо понимать, это как откровенная награда Путина за пытки. Бояринов лично курировал пытки Алексея Навального в тюрьме. Ограничение Алексея по счетам на покупку еды, как и все остальные пытки, личный приказ Бояринова по ФСИН. В указе Путина числится и другая интересная фамилия – Шараев. Это следователь, который вел дело российской журналистки Анны Политковской с 2015 года. Тогда уже были вынесены приговоры организатору и исполнителям, но не был известен заказчик. Он не установлен и до сих пор. И напомню, Анна Политковская была застрелена в день рождения Путина 7 октября 2006 года. Теперь же следователь Владимир Шараев за свои так называемые заслуги получил звание генерал-майора юстиции. Украинское ПВО сбило абсолютно все российские дроны, летевшие на украинские города во время массированной атаки. 23 из 23. Оккупанты запустили шахеды уже стандартно из Приморска-Ахтарска. В воздушных силах Украины говорят, что для стопроцентного результата по поражению этих целей использовали все силы, что есть. Зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭП страны. Россияне также били по Украине ракетами С-300 и С-400. Кроме того, артиллерии ударили по жилому дому в Сумской области, убив целую семью. Об усилении ПВО говорил украинский премьер-министр во время визита в Японию. По словам Шмыгаля, сейчас ситуация намного лучше, чем было 2 года назад, однако нет предела совершенству. Сейчас ситуация объективно, как мы уже говорили, не такая простая из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. Так что это причина номер один. Вторая причина – преимущество российских сил в воздухе. Поэтому, когда у нас появятся истребители F-16, мы сбалансируем ситуацию на поле боя. И нам будет намного легче. Украина получит 800 многоцелевых беспилотников Skyranger от Канады. Эти БПЛА уникальны своими навигационными системами, камерами и возможностью очень точно определять свою цель. Российские оккупанты будут вычислены молниеносно, даже в темноте и при плохой погоде. Среди моих партнеров по НАТО мы говорим о том, что никто не знает, как бороться с россиянами лучше, чем украинцы. Потому что они делают это уже 2 года. Они были изобретательны. Изобретательность украинских бойцов, которые используют беспилотники в борьбе с Россией за территориальную целостность, стала экстраординарной. И поэтому, работая в тесном контакте с ними, я очень рад сегодня стоять рядом с этим устройством и сообщить, что Канада инвестирует более $95 миллионов, чтобы предоставить Украине более 800 беспилотников Skyrangers R-70.
О новом пакете военной помощи объявила и Швеция. В него войдут десантные катера, подводное оружие и бронемашины. Тем временем немецкая пресса пишет, что правящая коалиция подготовила некое секретное предложение о поставках Украине транспортных средств, систем вооружения, а также боеприпасов дальнего действия для атак по глубокому тылу российского агрессора. Вероятно, что речь может идти о ракетах «Таурус». Тем временем в США тоже подумывают отправить Украине более дальнобойную версию ракеты «Атакамс». Однако все вновь упирается в деньги и действия Конгресса, сообщает NBC News. Если Конгресс одобрит финансирование для Украины, США могут включить дальние «Атакамс» в один из первых пакетов военной помощи, оплачиваемых этими деньгами. США также имеют боеприпасы и артиллерию, готовые немедленно отправить в Украину, если финансирование будет одобрено. Под Запорожьем российская армия собирает огромное количество войск. Об этом пишет CNN. Якобы после взятия Авдеевки оккупанты хотят расширить свое преимущество на фронте. По разным оценкам, российская группировка именно в Запорожской области может достигнуть 50 тысяч человек. Судя по всему, они больше внимания будут уделять Часовому Яру, это Бахмутское направление. И, судя по всему, они много внимания уделят в ближайшее время Южному фронту, то есть это Запорожское направление. Работе на Вербово, где уже атаки становятся все более и более интенсивными. Была даже информация, что они зашли на южную окраину Работиного. То есть мы помним, это населенный пункт, который был взят в боях во время нашего контрнаступления на юге. Соответственно, их цель, я имею в виду российская армия, это отвоевать те территории, которые были нами освобождены во время летнего контрнаступления. Очередное наступление, но теперь уже дуэта американцев и поляков на самих же поляков померещилась Лукашенко. Чтобы об этом заявить, собрал целое совещание с силовиками и понеслась. Боевики, экстремистские акции в Украине, Польше, Литве – все Лукашенко и его разведка видит и слышит. А теперь еще и предупреждает братьев-поляков, мол, лукашисты и российские оккупанты, если что, то ни при чем. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую, это уже для поляков важно. Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Тем временем в белорусской тюрьме на 64-м году жизни умер политзаключенный Игорь Ледник, бывший член Белорусской социал-демократической партии «Громада». Общественный активист и журналист был осужден режимом за так называемую клевету в отношении диктатора Лукашенко. Игорь Ледник активно выступал за ликвидацию союзного государства Белоруссии и России и считал, что Будапештский меморандум был нарушен в Белоруссии после разгона Верховного Совета 13-го созыва, что привело к установлению в Беларуси диктатуры, сближению ее с Россией и подрыву европейской безопасности в регионе. От сердца к сердцу. Российский диктатор Путин заигрывает с более молодым диктатором северокорейским Ким Чен Ину. Милому сердцу Путина мужчине теперь подарен автомобиль. Российский якобы люксовый лимузин «Аурус», в котором Путин ранее уже прокатил с ветерком Ина. Видимо, та поездка так вскружила голову и осталась в памяти диктатора КНДР, что автомобиль решили как можно скорее передать в новые руки. И, кстати, этим подарком Путин нарушил санкции ООН. Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме «Восточный», он посмотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично. И, конечно же, как многим эта машина понравилась. И поэтому было принято такое решение. Северная Корея – это наш сосед, это наш близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала, а мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.